Намаскарам, друзья! Меня зовут Марина, и в этом видео я расскажу вам о своем трехмесячном опыте жизни в ашраме, который находится в городе Коимбатур у подножия гор Велиангири, а также о моем первом впечатлении об Индии. Рассказывать я в основном буду об ашраме, о том, как там все устроено, об индийских людях, потому что по самой Индии я особо не путешествовала. Все 3 месяца я находилась в одном месте. Что за приветствие такое намаскарам? Это санскритское слово. И, как говорит Садгуру, это признание того, что внутри каждого есть божественность, и ты кланяешься ей. Я бы хотела начать свой рассказ с инвокации. Это мантра, с которой начинается моя ежедневная практика Шамбхави Махамудра Крия. Асато ма садгамая Тамасо ма джьотиргамая Мритёрма амритам гамая. Аум Шанти, Шанти, Шанти. Планировала я свою поездку 3 месяца. Это минимальный срок для волонтерства. А также первый месяц считается испытательным сроком, где на тебя смотрят, как ты справляешься со своими задачами, насколько тебе тяжело или легко это дается. На основе встречи, которая происходила по истечении первого месяца, принималось решение, продлять твое пребывание или тебе придется вернуться домой. Что же такое Иша-йога-центр? Это небольшая территория, окруженная горами Велиангири, где находятся 2 храма, 2 купальни и большое количество общежитий, столовая, кухня и 2 школы. Здесь проживают резиденты ашрама, волонтеры, гости, участники программ, приезжие, которые живут в коттеджах, а также сюда приезжают каждый день местные жители со всей Индии и не только. Волонтеры здесь занимаются поддержанием сервиса, поддержанием работы и функционирования ашрама. Все здесь занимаются духовными практиками. Здесь также есть постоянный персонал, который получает зарплату за свою работу. Ашрам очень многолюдный. Это выглядит как небольшой поселок, где у каждого есть своя задача и своя миссия. Здесь проходят различные йогические программы, предназначенные для духовного роста. Во время волонтерства также можно записываться на ту или иную программу. Более подробно об этом я буду рассказывать дальше. Целью моей поездки был, конечно же, духовный опыт. Я хотела его получить, посмотреть, какова реальность жизни в Иша-йога-центре. И сейчас я поделюсь с вами своим опытом. Рассказываю все по порядку. Ехать в Индию одной мне показалось плохой затеей, поэтому я решила объединиться с другом, который также собирался ехать в ашрам. Перелет был с пересадками. Сначала мы прилетели в Мумбаи, и в этот же день купили билет на самолет в Коимбатур. В аэропорте Мумбаи мы находились несколько часов, поэтому решили пойти искать съедобную еду и отдохнуть. Я со своей интроверсией и социофобией прилетела в самый густонаселенный город в мире, Мумбаи. Уже прошла паспортный контроль, довольно легко. Я ожидала каких-то сложностей, но хорошо, что все прошло очень быстро и без вопросов. Сейчас нужно купить билет в Коимбатур и сим-карту. Вот, можно посмотреть, какая я помятая, вся уставшая, поспала в самолете 4 часа. У меня диссонанс в голове. В Индии в аэропорту сортируют мусор. Есть вопросики, конечно. Вот так выглядит сегодняшний ужин. Это... Я даже не знаю, что это. И вот это. Мы за это заплатили все вместе 400 рупий. Удивило, что деревянные ложечки дали. Вот еще чай масала. Традиционный индийский чай с сахаром. Я его пить не буду. Попробую, может быть. Интересно, что за чай. Вот, но я не любитель чаев и кофе, поэтому еще и так много сахара. Давай. Так, пробуем чай масала номер раз. Тут один сахар. Похоже на что-то. Я как будто позже пробовала.
Мне кажется, я такой пила уже. Только здесь много сахара сильно. О, господи, вот эти штуки оказались very spicy. Very spicy. Не знаю, как это доедать, потому что хочется кушать. Так, Мумбаи хлещет дождина, ливень фигачит. Надеюсь, что в Коимбатуре сухо, потому что к дождю я вообще не готова. Аэропорт Мумбаи вот прям сильно пободрее, чем в Алматы. Ну, в плане наполнения здесь очень много всего. Ну, понятно, что город сильно больше. Все вроде бы отзывчивые, добрые, помогают, когда спрашиваю. Ну, да, разобраться немножко сложнее, чем в Казахстане, конечно. Здесь есть вот такие фонтанчики, в которых питьевая вода. Это очень классно, то, что не нужно покупать дорогущую воду в аэропорту. Сейчас, пока мы ищем, где нам можно купить сим-карту, я обратила внимание, что аэропорт в Мумбаи довольно-таки цивильный, все чисто опрятно, все люди тоже чистые, опрятные, и как бы Индии из рилсов здесь нет. Но это я еще не выходила за пределы аэропорта, тут как бы все понятно. Люди очень отзывчивые, многие мне улыбаются. Догадываюсь, что, возможно, еще некоторые люди улыбаются, потому что я белая. Очень звучит, конечно, странно, что у меня такая привилегия есть из-за цвета кожи, но очень приятно, не буду скрывать. Когда мы вылетали из Мумбаи и самолет начинал взлетать, я увидела, что мы пересекли границу аэропорта. И сразу за забором находились большие ступеньки в несколько рядов, и там сидели индийцы. Сразу за аэропортом находились трущобы. И тогда я подумала: ого, это настолько тесный город, что для них обычное дело сидеть за забором аэропорта. Их там сидело, наверное, человек 20. Не знаю, чем они там занимались, но выглядело это так, как будто они играли в игру Сабже, как я играла в детстве. Мы прилетели в Коимбатур поздно вечером, и, скорее всего, мы бы не успели приехать и заселиться в ашрам. Поэтому мы не стали рисковать и после долгих обсуждений приняли решение ночевать в аэропорту. Потому что, исходя из опыта моего друга, который был в Дели, верить свободным отелям в Google картах было сомнительно. Также по его опыту в Дели все местные пытались обмануть туристов, и поэтому мы решили не рисковать. Ночь была просто супер ужасной, спать было негде, никаких комнат отдыха в аэропорту не предусмотрено. Аэропорт был прямо на минималках, и нам пришлось спать на металлических креслах, которые разделены металлическими подлокотниками, то есть лечь было абсолютно невозможно. Рано утром мы решили оплатить такси и поехать в ашрам. Поехать. У меня было некое негативное представление об Индии, которое я наблюдала в интернете, в рилсах. Также мой друг рассказывал, что там действительно непросто находиться. Но я была приятно удивлена, когда мы сели в такси. Там был кондиционер, все было чисто, водитель тоже был приятный. Дорога предстояла через весь город, и, если честно, я не увидела никакого трэша на улице. Да, где-то на обочинах валялся мусор, но это привычная картина для моей страны. Есть некие различия в том, что обочины в Индии это просто красно-оранжевая земля, а у нас это трава. Пока мы ехали по городу, везде на дорогах было много людей, многие ездили на байках. Там было много родителей, которые везли своих детей в школу. Все выглядели очень опрятно, то есть ничего необычного, простые люди. Мы заехали в ашрам и зачекинились на Welcome Point. В тот день было 23 сентября, и это совпало с днем просветления Садгуру. После чекина нас отправили покушать и заселяться в общежитие. Мое общежитие называлось Вилиангири Прасала. Кормят здесь 2 раза в день. Утром бранч и вечером динер. Также с 13:30 до 14:30 juice break. Всех мужчин вашими зовут Анна, а всех женщин Ака. Это переводится как брат и сестра. Брахмачариев или монахов мужчин зовут Свами, женщин Ма. Мы пришли в столовую, и я не понимала, что нужно делать, но, глядя на других, разобраться было несложно. Как происходит прием пищи в Бикша-холле? Да, именно так называется столовая. По полу раскатываются соломенные дорожки,
Одна рассчитана на 50 человек. Раскладываются тарелки, иногда стаканы. Когда зал наполняется людьми и все усаживаются, между рядов проходят волонтеры с ведрами и поварешками и раскладывают всем еду. Здесь нужно пользоваться жестами, такими как ладонь кверху, это значит полная порция, то есть полная поварешка. Палец посередине, либо можно еще вот так показывать, это означает половина порции. Либо еще можно сложить вот так вот пальцы, это означает чуть-чуть, совсем немного. А также ладонью к низу, это значит, что не нужно. Иначе, если не пользоваться жестами, тебе могут наложить целую тарелку еды в пределах лимита. И все это пойдет на выброс, если ты не сможешь съесть. Из чего состоит еда? Это вегетарианская белковая пища. Вначале идут фрукты. Это папайя, арбуз, бананы, апельсины, реже были яблоки и один раз давали саподилу. Это такой фрукт с медово-карамельным вкусом. Я его пробовала впервые, мне очень понравился. Далее идет овощной салат, арахис, бобовые. Бобовые называют у них сундал. Обычно это фасоль, либо маш, иногда бывает нут. Все это тушится либо жарится с потертым кокосом. Это очень вкусно. Дальше дается что-то типа тушеных овощей. Иногда это тушеный картофель. Это все подается не в жидком виде, а как густая консистенция. Либо также дается рис или какая-то другая крупа. Дальше идет соус. Он бывает разный. Например, был соус панир. Он с кубиками свежего индийского сыра. Я сначала думала, что это тофу, но потом мне сказали, что это сыр, и также я видела его в магазине. Чечевичный соус или самбар я любила больше всего. Это просто что-то невероятно вкусное. Я всегда просила добавки. А иногда даже брала целый стакан и просила налить туда. Дальше был еще рассам. Это тоже соус, он более жидкий. И там редко попадались какие-то кусочки овощей. Также давали еще соус дал. Это такой желтенький соус, но мне он не очень понравился. Все названия блюд я не запомнила, перечислила те, которые давали чаще всего. Также еще давали суп из проростков. Я забыла, как он называется. Его наливали в стаканы и считается, что он очень полезный. Его я брала совсем чуть-чуть, потому что постоянно объедалась. Иногда, чаще всего по праздникам, давали круглые конфетки, сделанные вручную. Например, из черного кунжута и еще из чего-то, я, если честно, не знаю, что это. Но знаю, что там присутствует коричневый сахар, джаггери. Также там попадались кусочки кешью и изюма. В общем, индийские сладости. Также могли давать индийские снеки, я позже покажу, как они выглядят. Либо лепешки, они очень тонкие, сухие и легко ломаются. Они похожи на большие чипсы. Они очень вкусные, и их можно макать в соус. Иногда по праздникам еще давали фруктовый салат, все его обожают. В общем, кормили очень вкусно, еда была вся просто невероятнейшая. Я все время пыталась есть немного, но каждый раз объедалась. Я всегда была в восторге от еды в Бикшахоле, от того, какая она вкусная, и от того, что она еще и полезная, и от того, что мне не нужно ее готовить. Уже за неделю питания там я поняла, что если бы меня всю жизнь так кормили, я бы, наверное, не женилась бы никогда. Кушаете вы сидя на полу по-турецки, либо в ардасидасане. Кто как может. Кушают все руками, вы просто берете еду пальцами с тарелки и едите ее. Также иногда вместо металлических тарелок использовали банана липс. Это листья бананового дерева. После завтрака мы пошли покупать сим-карты, прогулялись до статуи Ади-йоги и разместили свои вещи в общежитии. Смотрите, вот я выпила кокосик, и сейчас девушка мне вырезает мякоть, чтобы я ее съела. Да. Сейчас за мной находится статуя Ади-йоги. И на этом очень праздник Махашиваратри собирается 1 миллион человек. Ой, сейчас очень слепит солнце. Сорян. Я ничего не вижу.
Какая-то девочка по-индийски мне пыталась что-то сказать в общежитии, но я не совсем понимала. И через переводчик получилось что-то типа того, что Садхгуру сейчас в ашраме, и она вечером пойдет смотреть на него. Я сначала не придала этому значения, но вечером, когда стемнело, где-то после 6 часов, я стояла на welcome point и увидела, как все на своей волне бегут в одну сторону. Я поняла, что что-то происходит. Я спросила на welcome point, что это такое. Мне сказали, что Садхгуру приехал в ашрам и сегодня будет даршан. И сказали мне тоже идти туда быстрее. Я, конечно, была очень сильно удивлена и обрадована. Это совпадение или что? То есть я первый раз в своей жизни приезжаю в ашрам, и в первый же день я вижу Садхгуру. Это было очень приятно и впечатляюще. Но дальше также происходило какое-то волшебство. В зале, где проходил даршан, было очень много людей, все садились на пол, и рядом со мной села какая-то женщина азиатской внешности. У нее с собой был переводчик с наушниками. Он работает как приемник, а передатчик был у девушки-переводчика. То есть она говорила в передатчик, и все, у кого были приемники, слышали перевод в онлайн-режиме. Так вот, эта женщина сама заговорила со мной на русском языке и поделилась со мной одним наушником, чтобы я тоже могла понимать, что говорит Садхгуру. Представляете, в зале, где находится более 1000 человек, ко мне подсела именно она. Разве это не волшебство? В следующие несколько дней мы просто жили в общежитии, и нам сказали, что мы можем пока освоиться и отдохнуть. А через какое-то время нам отправят сообщение о встрече вновь прибывших волонтеров. А уже далее нам будет назначаться волонтерская деятельность, которая называется Сева. После первой же ночи, когда мы спали на полу в общем зале, утром я проснулась, собрала свое постельное белье и пошла отнести его наверх. После этого я пошла чистить зубы, и когда вернулась в комнату с вещами, поняла, что я забыла свою подушку. Моя подушка — это подушка-обманка, внутрь которой можно положить какие-то вещи. В данном случае у меня там лежала моя осенняя куртка. Когда я спустилась в зал, моей подушки там не было. Там были какие-то люди, я подходила практически ко всем и спрашивала, не брали ли они мою подушку. Никто не знал, где она находится. Потом меня отправили к какой-то девушке, которая разговаривает на русском языке. Мы с ней пообщались, и она сказала, что, возможно, кто-то взял ее и унес в то место, где ее мог бы найти хозяин. Но также там лежало постельное белье и других девушек, и его никто не брал. В общем, эта ситуация до сих пор для меня является загадкой, и подушку и куртку я так и не нашла. Мы ходили по местным магазинам внутри ашрама. Мы вчера ходили гулять в сторону Ади-йоги, и вот там были всякие конфетки, такие похожие я ела в Малайзии, но сегодня почему-то уже, которые я хотела взять, сегодня их не было, все раскупили. Я взяла из остатков, вот за все это заплатила 104 рупии. Что удивительно, смотрите, они делают тарелки из листов вот растений, там, кустарников или деревьев. Это выглядит не очень, но вообще они классные. Мне очень нравится, очень экологично. Вот смотрите, каким образом подают чай. Металл очень горячий, и поэтому дают вторую чашечку, чтобы не обжечь, ну и чтобы не разлить тоже. А вот еще смотрите, как они перемешивают сахар и остужают чай, чтобы не был горячим. Хотя, мне кажется, я бы этот стакан голыми руками бы не взяла, потому что он супер горячий. Или какое-то мороженое наугад, вот так. Какая-то палка, короче, и суперми горшочек. Давай вскрывай, а потом этот горшочек вскрывай. Что у нас внутри? О, это что там, бумага? Это в бумаге? Ой, подожди, они же сделали, не фокусируются. Это бумага какая-то. Слушай, выглядит симпатично. Пониже. Это как будто, знаешь, молоко заморозили или что? Пониже. Так, еще ниже. Давай я подержу, а ты распакуешь горшочек.
Так, это что такое? Это что такое? Горшочек! Он съедобный? Нет, нет. Это пониже опусти, не видно. Вау. А, кстати, счастливое мороженое. мороженое как будто одинаковое, да? Улыбается. Короче, вот этот горшочек Классный. стоит 65 рупий, а палка 40. Все, давай это. Не видно. Не видно. Пробуем. Ты Снимаешь? же рядом сидишь. Меня снимаешь? Да, тебя. Да? Да. Короче, смотрите, во-первых, у меня теперь есть ложечка, глиняный горшочек, мороженое. Смотрите, какого оно цвета, оно офигительно вкусное. Это не белое, вот это вот с заменителем там БМЖ, там ЖМЖ, короче. Это оно прям, ну, там молоко и какие-то орешки и что-то еще. И оно прям вкусное, и чувствуется, что здесь молоко. О, кстати, знаешь, что мне напомнило сухого молока? Вот. Но оно очень вкусное, и как бы мы 2 мороженых купили за 100 рублей, за 105 рупий. Мне кажется, в России такое не найти за такие деньги. Ты поясни, что оба за 100 рублей. Ну, в смысле... Я Как это сказала, что вы... Ты сказала, мы 2 мороженого купили за 100 рублей. Или этого достаточно? Ну да. Все, вы вырубай каждый рубль. Вот смотрите, это coconut flour. Не знаю, что это. Хочу купить и попробовать вот эту штуку из кокосика. И что, внутренности он тоже достает? Еще и внутренности. Так мы объедим сейчас. Выглядит вкусно. Ну да. Это не требует долгой перезагрузки, всего 2 часа. Плюс это не сладкое, ну, типа, не сахар. Натуральный продукт. Кстати, йоги по всему ашраму курсируют на технике на электрических аккумуляторах. То есть там чистый воздух, и очень редко, если нужно перевести что-то тяжелое, используется техника на топливе. Также здесь еще ходят вот такие тележки с бычками. Я прокатилась на нем 1 раз, но после этого мне было жаль бычков, и я не пользовалась этим видом транспорта. Позже мне говорили, что это просто физнагрузка для бычков, и она рассчитывается индивидуально для каждого, чтобы ни в коем случае не навредить животному. Также на территории ашрама курсируют небольшие машинки без дверей. Они ездят только по территории, которая доступна для жителей ашрама, и туда запрещен доступ просто гостям. Это не совсем удобно, потому что если, например, у тебя сева за пределами ашрама, то это расстояние тебе приходится идти пешком, а это довольно немаленькое расстояние. На территории ашрама есть несколько кафе, есть банк и банкоматы. Есть много ларьков, где продается еда и одежда. Каждую амавасию и пурниму в ашраме отмечают как праздник. Днем подается еда вот в такой одноразовой посуде. Эти тарелочки сделаны из прессованных листьев. То есть очень экологично. Можно ходить в храмы, например, Диана-лингу. Можно также сделать water или milk offering. То есть ты покупаешь, или в моем случае, как волонтеру, мне дается кувшин с водой или молоком. Ты поднимаешься по лестнице и сверху обливаешь этим лингам. Вечером проходит шоу с огнем. Махарупая девая линга бхайравьёхам сашадде саптачакрая дьяна лингая дердя арати арпаями. Прошло пару дней, и нам назначили волонтерское собрание. После него мне была назначена моя первая сева. Она проходила рядом со статуей Ади-йоги, и моя задача была разливать какой-то отвар в руки посетителям. Этим отваром они смачивали макушку головы. Сева длилась 8 часов, и где-то около 4 часов недалеко от места севы на поле подъехал Садгуру со своим окружением, и у них было видеоинтервью с каким-то человеком. Другие волонтеры, которые были вместе со мной, отпустили меня поближе посмотреть на Садгуру. Я была очень рада этому. Также после собрания мы переехали в новое общежитие, которое называется Ади-йоги Алаям.
Здесь уже каждому была выдана личная кровать и личный шкафчик под замком. В предыдущем общежитии ничего этого не было. Мы спали на полу в общем зале, и вещи хранились просто на полках. На общей территории общежития была очень длинная раковина из камня, где мы чистили зубы, умывались, и 4 ряда душевых кабинок. Они были открыты не все, но нам все равно хватало. Там шла только холодная вода, и поначалу я мылась холодной водой. Но когда на юге Индии стало прохладно, я стала набирать горячую воду из бойлера и мыться теплой водой. Для стирки нам были предоставлены обычные большие ведра, а также little buckets. Это такие мини-кувшинчики, которые шли в комплекте с ведром. Также ими можно было поливать себя во время мытья. Стирали мы, разумеется, вручную в этих ведрах. Основное население ашрама — это, конечно же, индийцы. Они занимают, наверное, 80% от всего населения, и 20% составляют люди со всего мира. Какой же распорядок дня у волонтера? Утром в 4:45 в общежитии начинает играть музыка. Играют 3 трека, все эти треки от Isha Sound. За это время нужно встать, одеться, почистить зубы, желательно еще сполоснуться, то есть смыть с себя все, что ты наспал. И к 5:20 ты уже должен быть в общем месте для медитации. В 5:30 начиналась гуру пуджа, пение махамантры. А после этого уже можно было делать свои практики. Я тогда делала только Шамбху и Махамудра Крию. Я старалась ходить туда каждое утро, но были дни, когда мне было совсем тяжело, и я пропускала эти практики. За все время я пропустила, наверное, 4 или 5 раз. После выполнения всех практик можно было ходить в темплы. Сначала я шла в Дьяна-лингу, сидела там 15 минут, а потом я шла в храм Линга Байрави и сидела там 1 цикл песни. После этого было либо свободное время до начала севы, либо сева могла начинаться в 8:30, и тогда уже тебе нужно было идти на севу. Далее был первый бранч в 9:50, то есть тебя либо отпускали с севы, либо ты шел на севу уже после того, как покушал. Обычно сева длилась до 5 часов вечера, но иногда было и до 6. С 1:30 до 2:30 был джус-брейк. Если место твоей севы было далеко от бикша-холла, то волонтеры приносили бидончики с джусом. Либо, если сева была рядом, то ты мог просто пойти в бикша-холл и там попить сок. Иногда джус был вовсе не джусом, а, например, какой-нибудь соленый суп с кусочками овощей. После севы я иногда ходила в Чандра-кунд. Это женская купальня. Мужская купальня называется Сурья-кунд. После этого можно было уже ходить в темплы, либо заниматься какими-то своими делами. В 18:50 ты мог сходить покушать, и далее уже до 9:30 было свободное время. В 9:20 в общежитии начинала играть музыка, предупреждающая о том, что скоро в общежитии будет выключен свет, и чтобы все успели лечь спать. После 9:30 в комнатах выключался свет, и нельзя было разговаривать, нужно было соблюдать тишину. Это, конечно, иногда нарушали и включали свет, но это было скорее как исключение. Что ж, на этом первая часть моего видео подошла к концу. Я надеюсь увидеть вас в следующей части, и на этом прощаюсь с вами. Всем пока!